Она стояла в белом платье с букетом в руках, и сердце Эммы билось так сильно, что заглушало музыку. Этот день был ее мечтой, символом веры, что любовь способна победить все – боль, страх и осуждение. С детства Эмма жила с инвалидностью, из-за которой каждый шаг давался тяжело, но она научилась не сдаваться. Ее жених, Дилан, клялся, что любит ее такой, какая она есть, и никогда не предаст. Зал в городке Винчестер-Бей сиял от света, гости улыбались. Все казалось идеальным до того момента, пока Дилан внезапно не остановился посреди церемонии. Его лицо побледнело, взгляд стал жестким. «Прости, я не могу», — сказал он, и в зале воцарилась мертвая тишина. «Я не готов жить с человеком с такой болезнью. Я пытался, но не справился». Эти слова ударили сильнее любого ножа. Букет выпал из рук Эммы, лепестки рассыпались по полу, как символ рухнувшей мечты. Гости начали перешептываться. Кто-то осуждал жениха, кто-то с жалостью смотрел на девушку, а кто-то с презрением. Родные опустили глаза, не находя слов. Эмма стояла, не в силах двинуться. Все, чего она боялась, стало реальностью. Ее отвергли не за характер, не за поступок, а за тело. Сердце ломалось от боли, но ноги словно приросли к полу. И вдруг из заднего ряда поднялся мужчина. Высокий, широкоплечий, с тяжелым взглядом. Его знали все. Лукас Хёйл, человек, о котором в городе ходили легенды. Говорили, он опасен, жесткий и никому не прощает слабости. Но сейчас он шагнул вперед, и его голос разнесся по залу. «Позор тебе, парень! Настоящий мужчина не бросает женщину в тот момент, когда она стоит перед ним с открытым сердцем. Это не сила, это трусость». Дилан потупил взгляд, а Лукас повернулся к Эмме. «Ты заслуживаешь любви и уважения. Твоя душа сильнее, чем у половины людей здесь», — сказал он, и в его голосе не было жалости, только искренность. Он протянул ей руку. Зал замер. Эмма подняла глаза и впервые увидела в мужском взгляде не жалость, а уважение. Что-то внутри нее дрогнуло. «Каждый из вас», — продолжил Лукас, обводя взглядом гостей, — «может судить ее, но помните, сила человека не в теле. Сила в том, чтобы любить и не предавать». Эти слова изменили атмосферу. Те, кто еще недавно шептался, опустили головы. Эмма перестала быть жертвой. Рядом с ним она выглядела гордо и спокойно. Дилан не выдержал и вышел из зала, но никто не остановил его. Лукас подошел ближе, тихо сказал: «Если позволишь, я покажу тебе, что ты достойна лучшего. Не словами, поступками». Эмма не знала, что ответить. Но впервые за долгое время она почувствовала, что не одна. В ее сердце зародилась слабая, но настоящая вера, что жизнь не закончилась. С тех пор многое изменилось. Город перестал шептаться о невесте-инвалиде. Теперь все знали ее как девушку, ради которой самый суровый мужчина Винчестер-Бей поступил по совести. Лукас действительно не оставил Эмму. Он стал для нее поддержкой и другом, учил не бояться чужих взглядов и гордиться собой. Она научилась снова любить, без стыда и боли. Ее история, начавшаяся с унижения, стала символом силы и веры. Люди еще долго вспоминали тот день, когда один мужчина доказал: настоящая мощь не в грубой силе, а в умении быть рядом, когда другие отворачиваются. И Эмма, когда-то отвергнутая и сломленная, наконец обрела главное — уверенность, что ее жизнь только начинается.